Я всех приветствую. Меня зовут Виктор, я гипнолог. Со мной сейчас слипер Татьяна и слипер-хирург Олег. Мы поднимаемся с наставником и куратором наверх на совет. Сегодня видео у нас будет про генератор способностей. Так, Татьяна, давай спросим, что такое вот этот вот генератор способностей? Но это дополнительная функция, как выше показывают, для человека. Он необходим для того, чтобы человек был счастливый во всем его понимании. Это чтобы решались вопросы в земных планах. Это здоровье, это отношения, это рождение деток, это общение с людьми, это все в комплексе идет. Вот этот как бы элемент, он Мгм. необходим очень сильно для человека. Так, хорошо. А вот куда этот генератор устанавливается? Но это вопросы коллегу, хирургу. Он Так, теперь Олег, м, ответишь? Да-да, генератор мгм. непосредственно устанавливается в ДНК. Это как то есть деталь, которая работает только в ДНК, то есть они как в купе, как единый механизм. Он усиливает все возможности, которые есть в ДНК в- во много-много раз, создает поток энергетический, Мгм. и человек обретает очень интересные способности. Да. У нас, кстати, есть видео про замену ДНК. Так вот, вопрос в том, что можно ли ставить этот генератор без замены ДНК у человека? Ну, представьте себе, что вы ставите хорошую деталь в сломанный мотор, да? И Мгм. будет ли ехать машина, автомобиль? Как бы понятно, что ответ очевиден. Мгм. То есть для того, чтобы поставить усилитель энергии и вообще усилитель самого ДНК, ДНК должен быть изначально целостным, да? То Мгм. есть он должен быть исправен, работать хорошо, очищен, приносить информацию должным образом со всех планов, да, энергетических и вообще, которые приходят, которые он улавливает Хорошо, от ты вот высших. сказал, что про вот этот генератор способности как усилитель энергии. Какие функции его, вот этого усилителя? Значит, усилитель ставится, как я и говорил, только в исправленной ДНК, и он усиливает способности, которые уже есть в ДНК. То есть, допустим, представим себе некий механизм, Мгм. в котором есть определенные функции изначальные, да, то есть вот стартовые. Мгм. Со временем, по истечении времени, мы хотим усилить какую-то функцию, там, ускорить что-либо, да, там, Мгм. допустим, улучшить память, уметь распознавать какую-то информацию в виде энергетики, читать людей, допустим, да, это вот как уже у врачей, как у Мгм. специалиста, Мгм. или расширять его способности и так далее. Имея этот генератор, он во много тысяч раз усиливает все эти способности, Мгм. ускоряет процесс обучения, улучшает все процессы вообще в организме, как здоровье, так и получение энергетики, и это уже работает на постоянной основе. Мгм. Хорошо, а вот, допустим, его поставили, да, в это ДНК. А будет ли он меняться там через год, через 2? Вообще у ДНК очень большой спектр расширения. То есть мы практически его о ДНК ничего не знаем. То есть то, что нам сегодня дали эти Мгм. ключи, вот как генератор, это только начало. Как функция, вообще это как функция в организме человека, как ДНК, она очень многосторонняя, очень многогранна и многофункциональна. И Мгм. это только самая первая капля как бы из вот этого океана возможностей, которые есть у этого, в этой способности, да, вообще у этого ДНК и так далее. То есть это просто непередаваемо. Я просто, ну, по впечатлениям. Мгм. Хорошо, Мгм. вот тогда вопрос такой. А всем ли людям можно вот этот вот усилитель-генератор поставить в ДНК?
Но есть некоторые ограничения по возрасту, там, да, когда уже человек совсем пожилой и так далее. В принципе, это ему не нужно уже. Мгм. А, вот, допустим. А так, в принципе, если у человека он очистил ДНК, Мгм. то, в принципе, есть возможность каждому поставить усилить. Но тут, понимаете, тут стоит вопрос, какое направление у человека, да? Да, как сфера И деятельности, да? да, как сфера деятельности, да, и такие Мгм. функции расширения идут как для ДНК, так и вообще по генераторам и так далее. А То есть генератор, он, в принципе, нужен всем, он, всем нужен. но насколько, да, он Мгм. нужен всем, это как единое расширительное поле для всех способностей ДНК. Вот будем так Мгм. А какую вот он говорить. мощность для человека дает? Ну, вот его поставили. Ну, в процентах можно узнать? 100%, 1000%, можно сказать больше, ну, то есть больше 100%, ну, то есть чтобы человек понимал, что это очень сильный поток, то есть это Мгм. постоянный, очень Мгм. мощный поток энергетики. Но, опять же, тут стоит вопрос настолько, насколько человек может принять. Мгм. То есть Мгм. поток вообще не имеет границ в своем в ширине потока, в силе потока, но это должно быть безопасно для организма и вообще для человека в целом. Поэтому настолько, Хорошо. насколько он будет готов Хорошо. к Это вот, этому. допустим, человек был здоровый, да? А если человек больной, вот там ДЦП или раком больной, вообще можно такому человеку поставить? Да, здесь, смотрите, этот генератор можно поставить в некоторых случаях для ускорения его реабилитации. Мгм. То есть для ускорения реабилитации, но это также опять все индивидуально. Здесь нельзя сказать однозначно, что всем можно поставить. Надо же смотреть на Здесь, конкретного человека, да? да, да, конкретный случай Мгм. конкретного человека, да. Но Если такая его вероятность есть, да. поставить, то от него будет какая вот эта вот помощь, да, при реабилитации. Да-да, ускоряется просто реабилитация, то есть во много тысяч раз быстрее. Мгм. Хорошо, а вот, допустим, женщина беременная, да, и ребенок там, плод как? Можно вот это, как плоду еще, не родившемуся ребенку можно ставить такой усилитель? Пока нет надобности для таких маленьких ставить генератор. Нету, да? Вот это родители должны с собой сначала поработать, да. Мгм. Работая с собой, они как бы улучшают и само качество, то, что у них внутри плода, да. Плюс дети сейчас приходят своими уже дополнительными функциями, которых раньше не было у других детей. Мгм. И когда он уже родится, да, то есть он приобретает какую-то форму, то есть какое-то становление происходит, тогда уже дальше решает на его дополнительные функции развития и так далее. Хорошо, Но ну, некоторые дети уже приходят со своими возможностями, да. мгм. Хорошо, вопрос такой вот, в каком возрасте? Вот скажем, от ребенок, да, и до взрослого человека. В каком возрасте можно ставить такой усилитель? От и до, скажем. Мгм. Но мне вот показывают, что это как от подросткового возраста, в принципе, чуть-чуть младше, может быть, от 13 лет, вот так можно Мгм. уже смотреть, опять же, да. Можно ставить, да, от 13 лет и практически до, ну, совсем старым людям нет смысла, до 50-60. То есть опять смотрится по состоянию вообще человека, да, насколько он готов жить, и Мгм. его состояние организма и так далее. То есть есть люди, которых 50-60 лет очень хорошо выглядят, очень бодрые, энергетичны. Мгм. То есть Мгм. они полны энтузиазма, они готовы покорять еще мир и так далее. То есть вот еще таким людям еще возможно ставить, да, дабы, то есть ускорить его процессы обучения, работы, ну и так далее. А в Хорошо. основном люди, мгм. Хорошо, а то в период жизни человека он вообще меняется или нет? Если если человек, адаптировался, да, к тому потоку, он просто расширяет свой, энергетический поток. Он не меняется. Он не меняется, он расширяется. И вообще, как бы все функции ДНК, Мгм. они со временем у человека, который уже все интегрировал это, они просто добавляются. Расширяется сам поток, усиливается поток, и человек становится более усовершенствованным, так сказать.
Хорошо, тогда вот еще такой вопрос. А сколько пользы, как душе, может принести вот этот усилитель? И для физического тела какую пользу? Максимальная польза. Ну вот давайте представим так, что течет ручеек или течет бурная река, да, вот сравнение с потоком энергии, который приходит к человеку для его деятельности. Мгм. Польза очевидна, что, опять же, по мере своей возможности, то есть у него нет ограничений теперь, да, он захотел познать это, он познает это, ему легче дается, то есть поток идет, запоминаемость, усваиваемость и так далее, да, то есть все для того, чтобы он, вот все, чтобы он не захотел, чтобы он был счастлив и радостен, то есть Мгм. у него получалось, да, и это и есть в него, вот, Мгм. то есть воодушевление такое, вера повышается, ну, то есть многие аспекты. У нас то самое, кстати, есть на канале видео, как, ну, как этот генератор он как бы выглядит, кому интересно. Вот. А сейчас кратенько, Олег, просто поясни, как он выглядит. Это, значит, сам генератор, это интеграция происходит в сам ДНК. То Мгм. есть, если представим себе ДНК как некую полость, в которой помещается определенный предмет, тоже такого же плана, как ДНК, кругленький, с возможностью раскручиваться очень сильно, да, и Мгм. как бы генерируя определенные потоки энергии. Это Мгм. как механизм, это как дополнительный механизм к ДНК. Хорошо, вот там как бы как основа, да, у него этот стержень есть. Вот что это такое стержень? Да, стержень это как основа а, как бы для этого всего механизма как центр, да, то есть на котором происходят все вот эти генерируемые энергии. Он как технически, он как основа для столба позвоночного человека, как на физике, да, Мгм. как на других аспектах, это его основа жизненная, то есть он становится очень уверен в себе, то есть он имеет основу, да, то есть он имеет базу такую. То есть он тверд в своих мыслях, убеждениях, то есть он понимает, он может четко выражать свои мысли, у него четко идет понимание каких-то процессов, он хорошо запоминает это, то есть это совсем другой уровень. Ну Хорошо. и вот этот стержень несет такой вот как ось, основную ось человека, да, на Мгм. которую уже как бы накладываются определенные функции. Вот как генератор, который генерирует большое количество энергии, на нем находится дальше ДНК, который имеет способности и информацию со всех сторон. И это все в едином потоке раскручивается и дает колоссальную энергию и возможность. Хорошо, а у этого стержня у него есть какие-то размеры? Но размер изначальный, когда мы получаем только его, он тот размер, который нам удобен для работы, Мгм. а далее он интегрируется и адаптируется под самого человека. То есть он расширяется, оживает и начинает впитываться непосредственно вот в каркас человека, в его энергетические тела, физические и так далее. А То есть это нужно, живая субстанция, все нужно ли живое. менять этот стержень вот за жизнь человека? Вообще все функции, которые мы будем получать для людей, для их усиления, они могут усиливаться, могут улучшаться. Менять это разве что, если что-то Мгм. как-то человек, может быть, намеренно захотел опустить свои вибрации или там как-то, да, то есть впустить в себя какой-то вирус в плане энергетическом, да, и как-то Мгм. поломать какой-то механизм. То есть разве что в таких вот крайних случаях, но все равно высшие не позволят им это сделать. А Мгм. так, в принципе, замене в принципе, нет надобности вообще. Ну и также этот стержень, он ставится всем подряд? Как я говорил выше, ставится в зависимости от возраста, от проблематики, если она как таковая есть, и обязательно только после очистки организма. Организма, тела, ну и самого ДНК, замены.
Причем это нельзя ставить единовременно сразу все. Сначала заменяется ДНК, должна пройти некоторое время для интеграции от суток до 3, и потом уже все остальные доработки вот в плане генератора, столба, стержня и так далее. Хорошо, у меня тогда еще вопрос Татьяне напоследок. Какую пользу получит душа и физическое тело, вот, установив в себе вот этот генератор способностей, усилитель? Ну, во-первых, это начало именно развития как человека. С этого генератора начинается развитие человека во всех его пониманиях, восприятие, ощущения, вот все функции, которые есть у человека, да, то, что он видит, слышит, чувствует, ощущает, все это усиливается, вот выше показывают знак бесконечности. Мгм. Усиление идет во всех его направлениях. И человек ощущает полноту именно счастья. Описать как бы вот в физическом понимании это невозможно, нет таких слов. Мгм. Выше показывают, вы не сможете это все описать, Мгм. потому что слов нет. Эмоции это просто вот показывает выше, это как вот ребенку увидеть какое-то чудо. Вот так будет видеть всегда именно взрослый человек эти Мгм. чудеса. Вот это первая базовая основа, этот и дальше будут насаживаться разные вот как бы и детали, элементы. Мгм. Вот, и это может быть, как вот Олег сказал правильно, бесконечно. Вот, то есть нет у высших именно понимания, и что есть какая-то вот грань. Нет, бесконечность идет возможности. Просто человек на данный момент, он мешает мысли человеку, они как делают блок. И работа мозга, то есть выше улыбается, это так, это как прием должен быть, а человек его держит как за основу, из основ, как мозг. Это не так. Хорошо, я на этом тогда благодарю совет наставников, кураторов. Я прощаюсь с вами. Смотрите другие наши ролики.